Ребята, хотел поговорить с вами на такую тему. Для чего вообще вот тренироваться? Многие задают этот вопрос, кто не тренируется, а также многие задают этот вопрос, которые и тренируются. Я вообще в своей жизни вот хотел с вами поделиться. Тренируюсь всю сознательную жизнь, сколько себя помню. Я чем только не занимался, но никогда я ни в какое занятие не влаживал силы, кроме воркаута. Занимался я плаванием, футболом, боксом, чуть-чуть качалка. Так, бегал для себя. Ну так, понемножку. Но никогда у меня ничего не получалось. Но именно когда я познакомился с воркаутом, вот тогда я начал строить свои тренировочные системы, разрабатывать их. Начал тренироваться до отказа. И вот что я понял. Вот это вот очень важный такой момент. Вот реально хотелось с вами этим поделиться. Как только у меня возникают в жизни сложности, а жизнь у меня, так скажем, не только тренировочная, я всегда старался идти на стадион и забиваться до отказа. Просто до отказа. Просто когда нет сил вот уже что-то делать, и ты просто вот выжимаешь крайний подход, ты встаешь, и вот в этот чертов момент реально, и я скажу без мата, с матами не буду ругаться, но хочется. Ты чувствуешь, что ты живешь. Вот реально. И всех тех, кто говорит, зачем, типа, лучше бы во что-то другое потратил, ну, кто-то занимается бизнесом, кто-то бухает, кто-то курит, кто-то играет, неважно. У каждого свой фетиш, и каждый по-своему кайфует. И я понял для себя, что как только я забиваюсь на максимум на перекладине, ну, на отжиманиях, там, на брусьях, я чувствую, что я живу. Я действительно кайфую от этой жизни. Когда я еле приползаю домой, и у меня есть возможность просто похавать. Я благодарю жизнь за то, что вот есть на покушать. А в жизненные моменты, когда я не тренировался, то есть я на самом деле, да, всегда в движухе был перекладины. Ну, кто знает, я вот рассказывал, что в свое время я много выпивал. Ну, об этом я когда-нибудь тоже расскажу. Ну, в моей жизни много было алкоголя. И вот когда я переставал тренироваться, бывало такое, что там месяц я не тренировался. Но я все равно приходил на перекладину, но там, знаете, подтянусь 50 раз в сумме, выйду. Я это за тренировку, ну, для себя не считаю. И вот в эти вот моменты мне все в жизни было мало. Хотя денег тогда было больше. Вот все мало, мало, жизнь говно, все мало. Но как только я бросил бухать и ходить на стадик, и реально не просто тренироваться там по чуть-чуть, это тоже своеобразный кайф, так типа в меру, но именно уничтожать себя, типа, и каждый раз задавать вопрос, зачем, типа, зачем? И я всегда, когда забивался полностью до бессознательного состояния, мне какой-то замочек в голове открывался, и я начинал понимать, для чего я вообще живу, в чем мое предназначение. Но каждый раз, я, понимаете, я не могу до конца дойти до этой цели, и оно пропадает. И мне каждый раз за разом надо дальше забиваться. Вообще хотелось такой вот формат сейчас сделать, небольшое видео, немножко поговорить с вами о себе, типа о жизни. Ведь не всегда хочется снимать какие-то сеты. Вообще канал мой, он как бы более рутинный, вот для истинных ценителей, да. Сложно что-то придумать, ну, представьте, когда ты просто отжимаешься и подтягиваешься. Ну, это одно и то же. Но из этого состоит жизнь, я считаю, что чего-то добиться, это рутинная, тяжелая, монотонная работа. Так везде, в тренировках, в работе, в создании семьи, в воспитании детей. Это тяжелая, рутинная работа. Вот нужно впахивать. И я сейчас вот начал второй год тренироваться заново, вот как вот я конкретно тренируюсь, и я начал чувствовать, что я живу. Да, мне сейчас почти 32, я не знаю, докуда я смогу добраться в тренировках, ну, попытаюсь как можно больше. Раньше у меня была команда, она, я думаю, сейчас существует, потому что я существую, под названием Вишулс. Нас было много. До сих пор сейчас ребята занимаются, кто-то очень серьезно. Но мы как-то так все разбежались, кто где. Больше я как бы одиночка. Ну, тренируюсь с Серегой Литвиным, он же JB Smile. Ну и часто один. И в этом есть своеобразный кайф. Тянуть вот это вот все одному.
И вот иногда так вот едешь и думаешь, что, бляха, я что-то могу. Не все это замечают, не все это видят, но я знаю, что для своей семьи я изменился в лучшую сторону. И она мной гордится. А это, я считаю, самое важное в жизни, когда твоя семья видит в тебе какую-то опору и видит, что ты стал на истинный путь. Потому что то, как я жил до этого, еще 2 года назад, вот моя жена знает, мама знает, друзья близкие знают. Но эта жизнь была в никуда, если честно. Это такая жизнь по лезвию ножа, ходишь просто. Да, куча эмоций, об этом мы тоже поговорим, куча эмоций. Но эти эмоции, они такие мимолетные. Ты получаешь какой-то кайф мимолетно, а все в купе, эти вот мозаика, она не слаживается. И вот именно тяжелые трения помогают тебе понять, кто ты есть. Так что все, кто любит тренироваться, любым занятием, я думаю, меня поймут, вот кто именно не просто там, знаете, 2 по 2 сделал и ушел, это тоже круто, но кто именно себя уничтожает с хорошей стороны, они поймут. Вот сейчас еду на школу новую, у нас открыли в городе, и там построили новый стадион. Хочется посмотреть, как он выглядит. Но я думаю, ворота сейчас будут закрыты, но вообще потом на будущее посмотреть. Да, и как бы цели сейчас ездить, выступать на соревнованиях, показывать себя, развиваться, вести дальше канал, несмотря на замедление YouTube. В основном все меня смотрели с России, просмотры упали, очень упали, и тяжело себя, получается, заставлять иногда снимать, потому что, ну, знаете, хоть у меня маленький канал, но когда было 3000 просмотров, а сейчас 200, ну, типа, блин, ну, тяжеловато. Но я говорил, что я продолжу снимать, даже если меня будет один человек смотреть. Этот блог, он меня на плаву держит, он мне помогает, понимаете? Так что как-то так. Всем спасибо за просмотр очередного видео. Увидимся на следующих тренировках. Всем пока.